Всем привет, господа ножманы! На прошедшей неделе появилось очень много вкусных ножевых новинок, которые поступили в продажу в ножевые лабазы торговой площадки AliExpress. И я тут посидел и, откинув весь китайский трешняк, составил такой своеобразный топчик, на который стоит обратить свое внимание. Парочку ножей уже закинул себе в корзину и который хочу представить вниманию вашему. Поехали. Итак, на шестом месте у нас реплика Extreme Ratio Defender 2 DG или DJ, я фиг его знает, как правильно, sorry for my bad English. Потрясающей брутальности, как и все у Extreme. Запредельно тактикульный, как и все у Extreme. Боевой, как всегда у Extreme, кинжалой. D2 на 98 мм клинке, нейлон усиленный стекловолокном на рукояти, но пальто, несмотря на всю красоту, немножко не мое. Слишком уж запредельно мощный для такого диванного бойца и городского выживальщика, как я. 5-миллиметровая толщина клинка, а с сведением мне даже не хочется задумываться. А я все-таки люблю то, чем можно порезать, а не размазать помидорку. Поэтому он стартует в нашем топе. Бекеттен 535 мини. Небольшой нож от всплывшего недавно, во всяком случае на моем ножевом горизонте, бренда. Я так и не понял, что-то подделывает эта контора или делает она свои ножи, но то, что получается у нее годно. Ибо красиво, премиально, например, на этом малыше стоит Титан плюс М390 по заверению китайцев на 58 мм клинке. И на вид качественно и очень недорого. Заслуженное 5 место. Продолжает наш топ нож Султан от широко известной в наших узких кругах компании CH. Прежде всего по нашумевшему в свое время ножу CH3504. Очень подходящее, кстати, название для ножа с такими формами. Ятаган, к слову-то сказать, не маленький. 98 мм 4-миллиметровой толщины клинка из стали D2. Многим покажется простоватый и чуть дороговат, однако стоит он как ганза серии Firebird, а качество у CH, не сказать, что на голову, а чуть повыше. SF OTF Micro Hope. Приинтересная автоматическая новинка по разумной цене. Сталь D2 на клинке, алюминиевый сплав на рукояти с карбоновыми вставками. Не знаю, откуда в названии ножа слово микро, ибо 95 миллиметровый клинок толщиной 4 мм это ни хрена не микро и даже не мини. Очень хороших таких размеров автоматическая игрушка. Достойное 3 место топа за красоту и исполнение. Benchmade Tactical Folder 391 и 391B. Полноразмерный складной кинжалоид от бенчей в интерпретации китайцев. Китаец там что-то в описании булькает про 98 мм клинка, но путем нехитрого отнимания длины рукояти от общей длины ножа получаем 112 мм клинка. Кто-то, я помню, недавно в комментариях искал такое что-нибудь китайское, недорогое и побольше. Обратите внимание, что шайбу открывания можно скрутить и выкинуть к чертовой бабушке. Нож будет, должен во всяком случае открываться инерционно при отжатии аксиса. И получить тем самым все 112 мм в полное и безвозмездное пользование. Шайбы в осевом, нейлон на рукояти, тактикульность запредельная. Цена подарок, но за такую не ждите промаркированный D2 на клинке. Второе заслуженное, я думаю, место, благодаря, конечно же, бенчам. И первое место нашего сегодняшнего топа Cold Steel Recon One. Однозначный топ сегодняшнего топа. Китайцы наконец добрались до вот этого легендарнейшего складного варианта одного из самых узнаваемых в мире боевых фиксидов. G10 на рукояти, шайбы в осевом и даже замок Tri-Lock. Легенда по цене ганза, больше сказать нечего, однозначно первое место. На этом у меня все, не забываем завтра прийти на канал и посмотреть свежий обзор. Всем пока!